Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить вяленые помидоры. Эта закуска уже очень давно полюбилась многим за свой вкус, а также универсальность. Вяленые томаты можно добавлять в салаты, выпечку, супы, делать с ними бутерброды, пасту. В общем, этот список бесконечен. Готовить помидоры можно и в сушилке, и в духовке. Я сегодня буду использовать духовку. И мне понадобятся помидоры, чеснок, итальянские травы, соль, сахар и оливковое масло. Помидоры лучше брать плотные, мясистые, больше всего подходит сорт сливка. Размер не важен, но я предпочитаю брать помидорчики среднего размера. Помидоры промойте и просушите. Разрезаю их пополам, вырезаю лишнее. Можно оставить как есть с семенами и жидкостью внутри, но тогда время сушки помидоров сильно увеличится. У меня помидоры мясистые с толстыми стенками, поэтому я чайной ложкой удаляю все семена. Перегородки можно оставить. Чтобы убрать лишнюю влагу из помидоров, я застелю доску бумажными полотенцами и выложу помидоры срезом вниз. Сверху нарезанные помидоры я тоже промокну бумажным полотенцем. Накрываю противень листом пергамента, выкладываю помидоры срезом вверх. Укладывайте помидоры поплотнее, так как по мере высыхания они уменьшаются. Сейчас помидоры нужно обязательно посолить и добавить сахар. Это поможет быстрее вытянуть лишнюю влагу из томатов, ну и, конечно, добавит вкус готовому продукту. У меня на канале есть рецепт вяленых слив. Эта закуска тоже универсальна и отлично подходит для различных блюд. Видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Теперь я добавляю смесь итальянских трав. Можно добавить прованские, можно средиземноморские. Я всегда добавляю травы перед сушкой, потому что в духовке они раскрываются и передают свои ароматы помидорам. А еще потому, что не все вяленые томаты я заливаю оливковым маслом. Часть из них я складываю в пакет и замораживаю или просто храню в холодильнике. Также можно сушеные томаты измельчить блендером. Получится отличная ароматная приправа для супов, мяса или салатов. Отправляю подготовленные помидоры в духовку. Сушить я их буду при 60 градусах на конвекции, но обязательно оставьте духовку приоткрытой. Мои помидоры приготовились за 12 часов. Время может отличаться, это зависит от сочности томатов и от их размеров, ну и от духовки. Готовые томаты должны быть достаточно мягкие, пластичные, они не должны ломаться, но в то же время вся влага из них должна выпариться. Если некоторые помидорчики пересушились, то их можно, как я уже говорила выше, измельчить в блендере и получится отличный томатный порошок. Часть томатов можно сложить вот в такие зип-пакеты и хранить в холодильнике или в морозилке. Остальные помидоры я уложу в стерильную баночку, чередуя слой помидоров, нарезанного тонкими слайсами чеснока и сушеных трав. Помидоры укладывайте поплотнее. Оливковое масло я наливаю в ковшик и подогреваю. Масло должно быть горячим. Чтобы понять, что оно уже нагрелось, я ставлю в ковшик с маслом деревянную шпажку. Вокруг появляются пузырьки.
Горячим маслом заливаю томаты. Таким образом, все продукты, а особенно свежий чеснок, который я добавила в банку, проходят процесс пастеризации, и можно не переживать, что продукт забродит, если его держать вне холодильника. Все знают, что в холодильнике оливковое масло застывает. Можно заливать помидоры и растительным маслом. После того, как все вяленые томаты съедены, а заканчиваются они очень быстро, масло можно использовать для заправки салатов, для приготовления маринадов, да и просто макать свежий хлеб очень вкусно. И еще один совет: готовьте сразу 2 противня, не пожалейте. Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.